Над небольшой ветеринарной клиникой на окраине тихого города висела холодная, туманная ночь. Мокрые улицы пустовали, редкие фонари отражались в лужах, а за стеклянными дверями здания все еще горел слабый медицинский свет. Внутри царила тишина, которую нарушали только шаги сотрудников и звуки работающих приборов. Поздно вечером дверь открылась, и в помещение вошел мужчина по имени Марк. Он выглядел полностью измученным, его лицо было наполнено тревогой. В его руках лежал старый белый лабрадор по кличке Бруно, его верный друг, который был рядом с ним почти 14 лет. Когда-то Бруно был энергичным и сильным псом, который каждый день встречал хозяина у двери и сопровождал его на прогулках. Но сейчас он казался почти без сил. Его дыхание было слабым, глаза едва открывались, а тело дрожало от усталости. Марк прижимал его к себе и боялся отпустить даже на секунду. В голове крутилась одна страшная мысль. Возможно, он привез своего друга в последнее место, где тот проведет свои последние минуты. В кабинете их встретил ветеринар Алексей Ковальский, опытный врач, который видел множество тяжелых случаев. На столе уже были приготовлены необходимые инструменты, лекарства и все, что требовалось для процедуры, которую обычно проводят, когда животному больше нельзя помочь. Марк отвернулся, не желая видеть момент прощания. Он вспоминал годы, проведенные вместе с Бруно. Первые прогулки, игры, сложные дни, когда только собака помогала ему не чувствовать себя одиноким. Но когда врач уже собирался начать процедуру, произошло неожиданное. Бруно, который почти не реагировал несколько часов, вдруг слегка пошевелился. Сначала это было едва заметно, но затем он медленно поднял голову и попытался приблизиться к хозяину. Собака дрожала от слабости, но все равно старалась двигаться. Она прижалась к Марку и положила морду ему на руки, словно хотела сказать, что еще не готова уходить. В комнате наступила полная тишина. Ветеринар остановился. Его взгляд изменился. В поведении старого лабрадора было что-то необычное, слишком осознанное для животного, которое считали уже потерянным. Алексей отложил инструменты и начал новое обследование. Он внимательно проверил дыхание, сердце, температуру и сделал дополнительные анализы. Через несколько минут его лицо стало серьезным. «Подождите, дело не в возрасте», — сказал он. «Здесь другая проблема». Результаты показали сильное воспаление и тяжелую инфекцию, которая привела организм собаки в состояние, похожее на угасание. Но это означало одно — шанс все еще был. Марк едва сдерживал слезы. «Значит, он может выжить?» Ветеринар кивнул. «Он все еще борется». После этого в клинике началась настоящая борьба за жизнь Бруно. Ему поставили капельницу, дали лекарства, подключили кислород и начали постоянное наблюдение. Марк остался рядом. Он держал лапу своего друга и тихо говорил ему, что дома его ждут любимые места, солнечные дни и долгие прогулки. Ночь казалась бесконечной, но ближе к утру произошло маленькое чудо. Бруно сделал глубокий вдох, открыл глаза и слегка пошевелил хвостом. «Он возвращается», — тихо сказал врач. Следующие дни были сложными, но каждый день приносил улучшения. Сначала лабрадор начал пить воду, потом есть, затем смог самостоятельно поднять голову. Весь персонал клиники удивлялся его силе. Для всех он стал примером настоящей воли к жизни. Через некоторое время анализы показали, что опасность миновала. Бруно снова мог отправиться домой. Когда мужчина вывел его из клиники, яркое солнце освещало улицу. Старый лабрадор медленно шел рядом с хозяином, но в его глазах снова появилась жизнь. Марк обнял своего друга и понял, иногда даже тогда, когда кажется, что надежды больше нет, любовь и верность способны совершить невозможное.